Да, ребят, всем привет. Спасибо всем, кто приехал. Собственно, будем начинать. Тема сегодняшнего доклада — Spring, который вы не замечали. Чего же вы там такого могли не заметить, подумаете вы. Ну, действительно, посмотрим на различные компоненты, штучки, прибаучки всякие, которые используются в Spring, работают там, но не каждый о них знает, не каждый их замечает. Но, тем не менее, они достаточно очень важны, и с помощью них можно делать различные очень интересные вещи. Давайте еще раз представлюсь, наверное. Зовут меня Конохов Алексей. Работаю я в EPAM Senior Software инженером, пишу на Java, люблю Spring. Если захотите со мной связаться или что-то спросить уже после техтолка, можете написать на почту или в Skype, как вам будет удобно. Кто скажет или кто предположит, что это за код? Как вы думаете? Ну, просто сходу вот что это. Да, это просто обычная конфигурация на Spring с помощью Java кода. Большинство аннотаций вы, наверное, знаете. Пусть вас не смущает аннотация test configuration, просто я скопипастил ее из тестовой конфигурации. И сразу могу сказать, потому что я знаю, что это за код. Это код, который конфигурит одну какую-то логическую сущность. А вот их уже 5. И я, недолго думая, просто уже имеющийся код, когда мне понадобились новые эти сущности, просто скопипастил и воспользовался. При этом нужно было помнить, что… Да-да-да, это все как скопипастилось, как и надо. Да, это просто 5 таких штук. И, в общем, в каждой из них нужно было помнить, что есть связь между тем, что вы конфигурите. Как-то грустно, на самом деле, копипастить никто, наверное, не любит, хотя все это делают. Но что, если я вам скажу, что код, который писали мы до этого, которую вы видели конфигурацию, то бишь вот эту можно написать покороче. Уже другой простыней кода, которая выглядит чуть более лаконично и как-то не так уж и сильно бросается в глаза. При этом, когда вам нужно будет конфигурировать еще одну новую какую-то логическую сущность, вам не нужно будет копипастить все в этом коде, а только самое необходимое. Интересно, как это сделать? Да, наверное, интересно. Поэтому давайте сразу на это и смотреть. Все примеры мы сегодня будем ранить с помощью Quark-шедулера. Кто-нибудь использовал его? Поднимите руки, знаете, что это? Не так много народу на самом деле, но это и не важно, потому что сильно это вас не остановит. Quark-шедулер — это просто библиотека, которая позволяет вам объявлять джобы, и она их будет запускать за вас. Давайте сначала посмотрим на то, как мы будем конфигурить Quark-шедулер, если мы захотим просто ранить джобы в ее стандартном исполнении. Чтобы заранить мне джобу, для начала мне нужно ее объявить. Поэтому я создал класс JobClass, который extended QuarkJobIn. У Spring уже есть интеграция с Quark-шедулером, поэтому мы будем использовать не голые компоненты Quartz, а уже имеющиеся в Spring компоненты. Собственно, в этой джобе мы автоварим себе countdown-lodge, который будем использовать уже в нашей, в логике нашей джобы, где печатаем сообщение и делаем countdown у нашей защелки. Поднимите руки, кто не знает, что такое countdown-lodge. Мне объяснить? Да, есть люди. Собственно, countdown-lodge — это утилита для многопоточного программирования, которая представляет собой просто счетчик, который вы можете уменьшать на единицу, вызывая метод countdown, а в другом потоке, например, вы можете вызывать метод await, и вы будете ожидать, пока счетчик внутри вашей защелки не станет нулем. Собственно, зачем мы это используем в этом примере? Потому что все джобы Quartz выполняет в своих потоках, которые сам себе создает, а тест у нас выполняется в каком-то… мы все будем ранить в тестах, тест у нас выполняется в main потоке, поэтому нам нужна точка синхронизации, мы для этого используем latch. Хорошо, мы объявили с вами класс с нашей джобой, теперь нужно объяснить, добавить некоторые бины, чтобы заставить этот класс работать. Для этого нам нужно 2 бина. Это JobDetail и trigger. JobDetail — это просто описание того, что у вас за джоба, а trigger — это описание, когда именно нужно ранить вашу джобу. Собственно, у Spring, опять же, есть компоненты, которые упрощают нам конфигурирование нужных нам компонентов. Один из таких — это JobDetail Factory Bin. Кто-нибудь знает, что такое Factory Bin? Что это? Если кто не помнит, то Factory Bin — это компонент,
у которого есть метод getObject, где вы можете определить логику создания вашего бина. И если вы регистрируете в контекст factory bin, то также в контексте будет еще и результат метода getObject. Вот мы, собственно, и используем наш JobDetailFactoryBin, мы его объявляем, сетим некую конфигурацию и говорим о том, что в качестве job-класса, то есть исполняемого нашего класса, будет наш job-класс. Также мы этот JobDetail автоварим себе в конфигурацию для Simple Trigger Factory Bin. Здесь также сетим различные конфиги, указываем repeat интервал, то есть наша джоба будет выполняться каждую секунду, и указываем JobDetail, то есть это то, что будет выполняться. Здесь это все расположено в классе конфигурации, стоит аннотация test configuration, потому что это все в тестах, и этот конфигурационный класс, он возвращается в методе getUserConfigurations. Собственно, я написал один тест, которым мы будем запускать все наши эксперименты сегодняшние. Здесь просто обычный тест-кейс, который будет проверять, что мы действительно все сконфигурировали правильно. Я использую Application Context Runner. Кто-нибудь знает, что это за штука? Использовали когда-нибудь? Это очень удобная штука. Она из Spring Boot на самом деле. Здесь есть много различных конфигураций, точнее различных методов, которые позволяют вам указать, как сконфигурировать ваш контекст. То есть эта штука очень полезна и очень удобно, если у вас есть какой-нибудь небольшой контекст, вы хотите его каким-то разным способом быстро сконфигурировать и просто заранить посмотреть, что это действительно работает. Собственно, здесь мы создаем Application Context Runner. В качестве конфигурации указываем конфигурацию, которая нужна для кварца, чтобы он работал, и конфигурация с нашим countdown watch. Здесь просто бином объявляется countdown watch, у которого в качестве счетчика будет 2. То есть нам нужно будет 2 раза вызвать метод countdown, чтобы поток, в котором мы на нем будем await, продолжил свое выполнение. Также мы докидываем сюда нашу user-конфигурацию, то есть это конфигурация вот эта вот, которую мы до этого сконфигурили, и раним наш тест. Собственно, получаем контекст, ассертаем, что у нас в контексте будет JobDetailFactoryBin и сам JobDetail, который из него был создан, то же самое с триггером. Потом из контекста просим наш countdown watch и в течение 5 секунд ждем, что мы сможем продолжить выполнение. И мы как бы смотрим на результат, потому что ждем мы с тайм-аутом. Если было true, значит все нормально выполнилось. Если было false, значит джоба не выполнялась, наш countdown watch не отработал. Давайте посмотрим, что это действительно работает. В нашем тесте сейчас 2 раза напишется сообщение, и тест будет зелененьким, он прошел. Хорошо. Вернемся. Как выглядит наша конфигурация на данный момент? Мы просто объявляем класс, делаем 2 бина, и все работает. Что в этом коде для нас действительно важно? Первое — это сама джоба, потому что она содержит бизнес-логику, как бы это то, что нам нужно. Без этого никуда. Также нам очень важно, чтобы в JobDetailFactoryBin именно этот класс был классом, который необходимо запускать. И после всего этого нам важно в триггере указать repeat интервал, с которым мы будем все это повторять, и сказать, что нужно выполнять именно наш JobDetail. Как бы какие проблемы есть в этом коде? Первые, которые вы видели, это то, что если мы как-то захотим еще каких-то джоб, то мы наверняка просто скопипастим этот код. И когда мы будем его копипастить, мы затянем также много boilerplate кода, который, просто конфигурация, как бы нам надо ее написать, но она никак на бизнес-логику особо не влияет. То есть что она есть, что она нет, мы все равно все это понимаем. Я раскритиковал этот код, значит, мне и предложить вам какой-то вариант решения. В качестве решения я могу предложить вам вот такой вот код. Он уже поменьше, выглядит достаточно миленько. И если присмотреться, то вы увидите, что в нем осталось все то, что нам действительно важно, что нам действительно было нужно. Первое — это в нем осталась бизнес-логика, мы по-прежнему ее указываем. Также мы указываем repeat интервал для данной джобы, и у нас появилась новая аннотация, которая и должна объяснить тому, кто это будет запускать, что это действительно кварт-джоба, что ее нужно выполнять с repeat-интервалом в 2 секунды. Repeatable кварт-джоб — это моя собственная аннотация, которую я написал. В ней есть атрибут repeat-интервал, и я поставил над ней аннотацию компонент. Это спринговская аннотация, все вы, наверное, ее знаете. Есть ли какая-то особенность в том, что я поставил над своей аннотацией аннотацию компонент?
Да, это значит, что если вы выполните компонент scan, и этот компонент scan увидит мою аннотацию, то он воспримет это как компонент Spring и, собственно, добавит его в контекст. Хорошо, давайте посмотрим на то, что это действительно будет выполняться с новой конфигурацией. У меня есть новый конфиг. Здесь я вам покажу, что действительно есть repeatable quad job аннотация. Она у меня находится в новой конфигурации. То есть я объявил всю ту же джобу. Мы все так же автоварим countdown-lodge, пишем другое сообщение, делаем все те же действия. Также эту джобу мы зацепляем компонент-сканом данного конфига. Кстати, все, наверное, знаете, что есть атрибут base packages в компонент-скане. Но что будет, если я его не укажу? Да, он будет сканировать текущий пакет, и в этом пакете, собственно, здесь у нас статик-классом лежит наша джоба, он ее найдет. Также у нас есть дополнительный один магический бин, который заставит это все работать, наверное. Ну, собственно, это тоже расширение нашего предыдущего сценария, только в качестве конфига мы указываем новый наш конфиг. Как вы видите, опять же, 2 раза у нас было написано сообщение, и тест прошел. То есть вся предыдущая конфигурация, которая у нас была, она заменилась уже какой-то другой конфигурацией, но при этом все выполняется так же, как и выполнялось. Прежде чем мы с вами будем смотреть и разбираться, как же это действительно работает, давайте я введу понятие application контекста. Все, наверное, его знаете, но посмотрим на него чуть-чуть поближе. Сегодня мы будем говорить исключительно про annotation config application context. Я очень надеюсь, что на XML еще точнее, никто не пишет, но если пишет, крепитесь. И доклад будет вам, тоже будет интересно на самом деле, потому что говорить будем сегодня про аннотации. Annotation config application context — это контекст, который вы можете конфигурировать с помощью аннотаций. Выглядит он как некая фабрика, то есть все вы привыкли, что с application контекстом вы работаете как с поставщиком бинов для вас, он умеет их создавать, выдавать, вы ими работаете. Плюс ко всему он умеет много чего дополнительного. То есть это не просто некая фабрика, которая просто выдает вам бины, она умеет много чего еще. Именно поэтому выглядит она достаточно монструозно, выглядит она очень большим, и это даже не все, чем она по факту является, но про все про это мы с вами еще поговорим. Давайте же посмотрим, как у нас было реализовано то, что мы писали. Собственно, работало это только лишь потому, что у нас появился в контексте один дополнительный бин, который является bin definition registry постпроцессором, и называется он вот так. Собственно, в Spring, как вы знаете, очень любят длинные имена для всего того, что нужно писать. Что же такое repeatable quad job bin definition registry postprocessor? Чтобы понять, что это такое, нужно взглянуть в первую очередь на то, какие интерфейсы он имплементит. В нашем случае он имплементит 3 интерфейса, один из которых bin definition registry postprocessor, environment aware и resource loader aware. Первое, что мы видим, это bin definition registry постпроцессор. Выглядит как-то достаточно большим, и первое, что хочется, наверное, убрать постпроцессор. Собственно, да, это компилируется на именно этот класс. Идея мне не ругается, значит, он действительно есть. Значит, bin definition registry — это тоже что-то, о чем нам надо будет поговорить. Давайте уберем сейчас registry, и все равно по-прежнему компилируется. Значит, bin definition — это тоже штука, которая действительно существует. Вот о ней давайте сразу и поговорим. Bin definition. Что же это такое? Все вы знаете, что в Spring, если вы пользуетесь Java конфигурацией, вы можете объявить bin 2 способами. Первый — это у вас есть метод в классе, который помечен аннотацией configuration. Вы ставите аннотацию bin над этим методом, и это будет вашим бином. Это результат данного метода попадет к вам в контекст. Второй способ — это объявить одну из аннотаций, одну из компонент аннотаций, то есть сервис, репозиторий, контроллер, и сам компонент над классом, и компонент сканом вы тоже сможете захватить этот класс, он попадет к вам в контекст. Но application контекст, он не работает напрямую ни с методами, ни с классами, он работает с такими сущностями, как bin definition. Bin definition — это описание вашего бина, то есть описание
класса или метода, из которого будет впоследствии создан ваш бин. То есть это некий листик, на котором написана инструкция того, как ваш бин создавать. То есть там написано, из какого класса ваш бин будет создаваться, его scope, зависимости, аргументы конструктора, property value, init, destroy методы и так далее. Всю эту информацию, если вы создаете себе bin definition, вы должны указывать самостоятельно. Есть также расширение bin definition, которое называется annotated bin definition. Это по-прежнему листик, на котором просто больше информации. Из большей информации можно выделить annotation метадату, то есть это метадата метода, точнее класса, из которого будет создан ваш bin, или метод метадата. Это как бы метадата о методе, из которого ваш bin будет создаваться. Хорошо, теперь посмотрим, наверное, на самое главное. Это то, чем являлся наш компонент. Являлся он bin definition registry постпроцессором. Это специальный компонент, о котором application context знает и как бы обрабатывает его специальным образом. Первое, что может броситься в глаза, это то, что он extended bin factory постпроцессор. Это как бы интересно, но пока нас не сильно интересует, об этом мы еще поговорим. Самое, наверное, главное, что нам интересно, это то, что в данном компоненте есть метод postprocess bin definition registry, где в качестве аргумента вы получите bin definition registry. Нужен этот компонент для того, чтобы зарегистрировать bin definition самостоятельно. То есть тот метод или тот класс, над которым вы ставили аннотацию, который становился в итоге bin definition, вы можете сделать сами. Выглядит эта штука как 3D-принтер. Это, кстати, 3D-принтер, если кто не знал. То есть вы можете как бы напечатать себе новый листик и, собственно, им пользоваться. Также в качестве аргумента данного метода postprocess bin definition registry у нас находится bin definition registry. Что же это такое? Чтобы понять, что это такое, нам нужно опять вернуться к application контексту. Собственно, это книжечка. Эта книжечка — это bin definition registry. То есть это сборник рецептов. Это вот registry для всех наших bin definition. Интерфейс этот выглядит так, что вы можете регистрировать какие-то bin definition, удалять их, итерироваться по ним, узнавать, есть они или нет. Также он extended alias registry, то есть вы можете работать с алиасами. Можете как бы докидывать новое имя для уже существующих бинов, уже существующим именем. Плюс ко всему мы видели два интерфейса — environment aware и resource loader aware. Aware интерфейсы — это тоже специальные интерфейсы, которые работают в основном с специальными компонентами Spring и нужны они для того, чтобы получить какие-то зависимости от application контекста. Как бы автовайринг, всем привычный, всем известный, для специальных компонентов не работает по ряду причин, поэтому это единственный для вас способ получить нужные вам зависимости. В нашем компоненте мы использовали environment aware и resource loader aware. Посмотрим сначала на environment. Для этого мы опять же возвращаемся к application контексту. Application контекст является environment capable. Он имплементирует этот интерфейс, и в качестве метода у него есть метод getEnvironment, который, собственно, вам environment возвращает. То есть, если вы думаете, если анализировать, кто же обрабатывает aware интерфейсы и откуда вы получите эти зависимости, то в случае с environment aware вы поймете, что эта зависимость будет от application контекста. Environment, напомню, это про профили и про property. Поэтому это выглядит как некая мапка, где по ключу есть какие-то значения. Также мы использовали интерфейс Resource Loader Aware. Мы для этого опять возвращаемся к application контексту и видим, что он является имплементацией интерфейса Resource Loader. Это специальный интерфейс, который умеет по некому строковому имени возвращать вам ресурсы. Ресурс — это абстракция Spring над каким-то ресурсом. Это может быть файл на файловой системе, что-то, какой-то контент в URL и так далее. В большинстве случаев, если вы с ресурс-лодером ничего не делаете, то это просто обертка над класс-лодером. Поэтому там есть метод getClassLoader. Собственно, выглядит эта штука точно так же. Это способ поискать какие-то ресурсы где-то там, в основном на файловой системе. Сразу могу сказать, что application контекст на самом деле имплементирует не напрямую resource loader, а ресурс pattern resolver. Это, собственно, расширение ресурс лодера, у которого есть дополнительный метод получить все ресурсы по какому-то паттерну. Хорошо, давайте возвращаться к нашему коду и смотреть, что мы с этим можем делать.
Первое, что мы можем заметить, это то, что у нас есть bin definition registry, и мы, наверное, с ним будем что-то делать. Что же мы с ним сделаем? Мы попробуем пробежаться по всем bin definition, что внутри есть. Для этого у нас есть метод getBinDefinitionNames, где мы получаем bin definition name — это имя bin definition, который есть в bin definition registry, и просто его достаем. Зачем мы это делаем? Что вообще здесь происходит? Собственно, так как у нас есть аннотация компонент нашей аннотации, и мы сделали компонент scan, значит, наша джоба находится в bin definition registry. То есть она там есть, нам нужно просто ее найти. Как нам ее найти? Мы знаем, что это класс, и мы знаем, что над нашей джобой есть аннотация repeatable quadjob. Значит, нам нужно ее найти. Как нам найти ее? Ну, наверное, у bin definition мы попросим bin class name, это имя нашего класса, и узнаем, есть ли наша специальная аннотация над этим классом. Ну, собственно, bin class name, у нас есть только его имя, это string. Значит, ну, как-то узнать по стринге, если там аннотация как-то не представляется особо возможным. Значит, нам нужно все-таки попытаться из имени класса получить Java Lang Class Instance. Как это можно сделать? Кто-нибудь знает? Class for name, все верно. Class for name, и сюда мы указываем наш bin class name. Собственно, есть ли здесь какие-то проблемы? Первое, что я могу выделить, это то, что метод bin class name, он как бы nullable. То есть он может вернуть строчку null. Почему это, как это вообще возможно? Не все наши bin definition, они создаются из классов. Есть те, которые создаются из методов. Для них bin class name быть не может. Вопрос второй. Class for name. Какой класс-лодер он использует? Какой? Да, он использует класс-лодер, который загрузил класс, из которого этот метод вызывается. Если вы внимательно пользовались application контекстом, то вы, возможно, видели там такой метод, как setClassLoader. То есть вы application контексту можете указать класс-лодер, которым нужно пользоваться. Так как это происходит, то совсем не факт, что класс-лодер, который будет использоваться в этом методе, это тот класс-лодер, который есть у вас в application контексте. Значит, работать следующим образом мы не можем, потому что мы не должны нарушать контракт, который есть, в принципе, уже в Spring. Итого задача у нас следующая. Мы знаем, что какие-то bin definition представляют собой классы, над которым есть аннотация. Моя собственная аннотация, которую я хочу найти. Можно ли мне это как-то сделать? И ответ – да, конечно же, можно. Сделать это можно с помощью специальных метадата-объектов, которые есть в Spring. Их достаточно много, и это объекты, которые позволяют вам узнать метадату о вашем классе или методе, не обязуя вас загружать классы в Java-машину. Собственно, таких объектов достаточно много. Первое — это класс метадата, это метадата о классе. Непосредственно все вы знаете, там Java Lang Class — это вот метадата о нем. Есть также annotated type метадата. Это метадата о аннотациях, которые есть у вас над классом или над методом. Есть annotation метадата, это расширение класс метадаты, и annotated type метадаты. И метод метадата — это метадата о методе, из которого ваш bin будет создаваться. Теперь имплементации. Все имплементации, что начинаются со слова стандарт, это просто обертки над стандартным Reflection API, который вы все знаете. Все имплементации, которые заканчиваются на visitor, это уже спринговские штуки. Они Spring, я имею в виду, сделал достаточно хитро. Он просто забрал себе сорцы ISM-библиотеки, и все visitor имплементации, они занимаются тем, что они считают непосредственно класс-файл как массив байтов, и по нему они строят все вот эти метадата-объекты. Поэтому можно ими пользоваться. Хорошо, это выглядит как то, что нам нужно. Как мне получить эту метадату? Для этого у вас есть интерфейс metadata-reader. Здесь вы можете, дав ему ресурс, узнать класс метадату и annotation метадату вашего ресурса. Опять же, это то, что мне нужно. А как получить мне метод metadata-reader? Для этого нужно воспользоваться metadata-reader factory. Это интерфейс, в котором по имени класса или непосредственно по ресурсу вы можете как раз-таки получить metadata-reader, из которого вы уже получите нужный вам метадата-объект. В качестве имплементации metadata-reader factory есть simple metadata-reader factory и caching metadata-reader factory. Их вы уже сами создаете и просто пользуетесь.
Давайте на это и посмотрим. То здесь, чуть выше, мы создадим себе объект метадаты, мы создадим кэшинг метадата reader. В качестве ресурс лодера мы передадим ему тот, который прилетел нам из интерфейса ресурс лодера AVE. То есть мы имплементировали метод setResourceLoader и получили в качестве зависимости ресурс лодер, который используется application контекстом. Также мы делаем clear cache, это мы делаем в самом конце. И теперь мы этим пользуемся. Хорошо, то есть у нас есть кэшинг метадаты reader factory, это объект, с помощью которого мы можем получить нужную нам метадату, и есть bin definition. Попробуем теперь ими воспользоваться, чтобы, собственно, метадату эту и получить. Есть у меня утилитный метод retrieve class annotation metadata, где из bin definition с помощью метадата reader factory мы получим с вами annotation метадату. То есть это именно метадата о аннотациях, которые есть над нашим компонентом, над нашим bin definition. Быстренько покажу вам имплементацию. На самом деле из bin definition есть очень много обходных способов, как достать эту метадату. Собственно, здесь мы эти все способы пытаемся перебрать, но в самом конце, если у нас так ничего не вышло, то мы пользуемся непосредственно нашим объектом метадата reader factory. Хорошо, у нас есть объект annotation метадаты, его может и не быть, то есть это для случаев, когда у вас нету, например, класса, или ваш bin definition создается не из класса в принципе. И если его нет, мы просто продолжаем итерироваться по всем bin definition. Следующим шагом мы с вами попытаемся узнать атрибуты нашей аннотации repeatable quad-job. Для этого мы используем метод getAnnotationAttributes, который возвращает вам мапу string на object. Что это за такие annotation атрибуты? Если вы посмотрите на то, как мы использовали нашу аннотацию repeatable quad-job, то вы увидите, что у нас есть атрибут repeatInterval, который мы указывали как 2000, то есть там раз в 2 секунды. Собственно, annotation атрибуты — это как раз-таки мапа, где ключом является название вашего атрибута, а значением — это то, что вы указали. Вот это, собственно, мы и достаем из нашей annotation метадаты и сразу делаем из этого annotation attributes. Это просто утилитный класс, который оборачивает вашу мапу и позволяет вам работать с ним чуть более поприятней. Следующим этапом мы проверим, есть ли наши annotation атрибуты. То есть мы так уверенно просим атрибуты аннотации repeatable quad-job из нашей annotation метадаты, но такой аннотации может попросту не быть в классе. Собственно, если ее нет, то у нас будет просто null, мы это и фильтруем. Хорошо, теперь мы нашли bin definition, который действительно содержит помечен аннотацией repeatable quad-job, и у нас есть атрибут этой аннотации. Теперь начинается самое интересное и самое главное. Мы можем уже создавать наши собственные bin definition и регистрировать их в регистре. Первым делом мы создадим bin definition для нашего job detail factory bin. Bin definition, как вы помните, это обычный интерфейс. У него есть достаточно много имплементаций, но самое, наверное, главное и используемое в ваших конкретных кастомных компонентах — это root bin definition и generic bin definition. Между ними есть небольшие отличия, но сегодня мы будем пользоваться только root bin definition, просто так получилось. Здесь в качестве класса, из которого мы будем создавать наш bin definition, мы указываем job detail factory bin. Дальше мы сетаем различные property value. То есть если мы посмотрим с вами на стандартную конфигурацию, то мы увидим, что у нас есть метод, где мы с вами создали job detail factory bin, и потом вызываем метод setName с каким-то именем, setDurability со значением и так далее. В нашем же случае, когда мы работаем с bin definition, мы сетаем property. То есть если мы вызывали метод setName, то property, которой мы пользовались, это name. Также durability, request recovery и так далее. Последнее, что нам нужно здесь указать, это job class, то есть класс нашей джобы. Это, собственно, get class name нашего bin definition. То есть bin definition, который у нас был, это вот данный класс, и его имя мы сетаем как имя для job класса. Пользовались мы тоже утилитным классом Spring bin definition builder, который дает нам Fluent API, и в конце мы просто вызываем get bin definition, он из этого билдера собирает нам bin definition,
получаем инстанс abstract bin definition, и его мы можем уже регистрировать в наш bin definition registry. Для этого мы, опять же, используем утильный метод самого Spring, то есть register with generated name, и, собственно, наш вновь созданный bin definition регистрируем в нашей registry. В качестве результата мы получаем имя нашего нового bin definition. Следующим этапом мы уже можем с вами создавать bin definition для триггера. Здесь мы делаем, в принципе, то же самое. Берем bin definition builder, создаем root bin definition. В качестве класса мы указываем simple trigger factory bin, который мы создавали с вами самостоятельно в методе до этого. Указываем различные property, как и до этого. Самым важным, что в качестве repeat интервала мы берем атрибуты нашей аннотации repeatable quad job, которые мы получили чуть-чуть раньше. Вот здесь вот эти вот атрибуты. И мы знаем, что по ключу repeat интервал у нас находится какое-то число. Собственно, его мы и просим. Берем оттуда long value, потому что repeat интервал типа long, и указываем его. Также все время до этого мы с вами указывали какие-то статические property, то есть это просто какие-то значения. Также, когда вы создаете самостоятельно bin definition, вы можете указывать ссылки на какие-то другие бины. В нашем случае это ссылка на bin job detail, который был создан до этого. То есть мы его зарегистрировали в bin definition registry, узнали его имя и здесь же его зарегистрировали. Ну и, собственно, последним шагом мы регистрируем тоже как bin definition, теперь уже наш триггер. Давайте еще раз запустим это, убедимся, что я написал все правильно. То есть это код, который работал до этого, он работает сейчас. Опять же, 2 раза печатается сообщение, печатается оно уже с repeat интервалом 2 секунды. То есть я указал здесь чуть-чуть побольше, чтобы чуть-чуть подержать вас на напряжении. Ну или себя, ладно. Указал новый repeat интервал для нашей жобы, и все, собственно, работает. Как бы круто, замечательно, мы молодцы. Так, не спите ли вы? Кто помнит, что это? Нет. Annotated bin definition. Все правильно, молодцы, следите, круто. Итак, что мы сейчас получили? Имея вот такую вот конфигурацию, которая обычная, стандартная, как бы если вы используете Quartz, вы наверняка пишете ее, мы заменили ее на более интересный подход, где мы ввели достаточно декларативную аннотацию repeatable quad job, которая просто говорит, что класс, над которым находится эта аннотация, это действительно job класс, его нужно исполнять. И с помощью bin definition registry постпроцессора мы заставили весь этот механизм работать. Как бы круто, все классно. Но что если складываются так обстоятельства, и в нашем красивом, хорошем коде кто-то взял и убрал аннотацию компонент с нашей аннотацией. Или, например, эта аннотация была в какой-то сторонней библиотеке, доступа к исходному коду, который у вас нету, а там изначально не стояла аннотации configuration. Что компонент? Что в этом случае поменяется, как вы думаете? Не совсем. У нас как бы, если мы сейчас будем искать в bin definition registry постпроцессоре наши bin definition, мы просто ничего не найдем, потому что компонент scan не нашел нашу аннотацию. Это значит, на самом деле, что нам придется теперь сканировать ClassPath самостоятельно. Ну как бы, что мы, плохие люди, что ли? Давайте это сделаем. Давайте попробуем. Как выглядит наша конфигурация теперь? В общем, я вам не вру. Действительно, repeatable quad job аннотация, над ней больше нет аннотации компонент. Все тот же job класс, вся та же логика, только поменялось сообщение. Теперь давайте подумаем, как бы нам придется сканировать ClassPath самостоятельно. Для этого нам нужно знать, что нам сканировать. Как бы все сканировать не вариант, ничего сканировать тоже не вариант. Как обычно в Spring включается какая-то функциональность. Ну вот, нам придется включить как бы функциональность аннотации repeatable quad job. А как вот в Spring в принципе какая-то функциональность включается? Да, enable аннотация. То есть обычно там, если вы используете транзакции или что-нибудь еще, вы ставите над вашей конфигурацией аннотации enable transaction management, enable что-нибудь там еще.
И это просто начинает работать. В нашем случае мы воспользуемся примерно таким же подходом, точнее, точно таким же подходом. Мы написали свою собственную нотацию enable repeatable quad job, и у нас в качестве аргумента есть base packages, где вы можете указать, если хотите, какие-то пакеты, которые нужно будет сканировать, где искать, собственно, бины с нашей аннотацией. Мы следуем тем же конвеншенам, что есть в Spring. Мы позволяем этот атрибут не указывать. В этом случае мы будем с вами сканировать пакет, в котором эта аннотация находится. Знаете ли вы, как работают enable аннотации в Spring? Когда-нибудь интересовались? Это есть такая аннотация, но как она работает? Импорт. На самом деле все очень прозаично. Она работает просто за счет того, что в Spring есть также аннотация импорт, в которой вы можете указать дополнительные классы, которые нужно к вам подключить, как бы добавить вам в контекст. На самом деле импорт — это немножко хитрая аннотация. В ней можно указывать не просто какие-то классы конфигурации, а много каких еще интересных вещей. Собственно, я вам, опять же, не врал. Есть атрибут BasePackages, вы можете его указать. Это массив пакетов, которые нужно просканировать. По умолчанию их как бы нет. Если их нет, мы будем с вами сканировать просто все, начиная от пакета, где мы нашли нашу аннотацию enable repeatable quad job. Значит, работает это все за счет аннотации импорт. Как работает в принципе аннотация импорт, я вам еще расскажу, но пока просто поверьте на слово, что там можно в качестве значения указать специальный класс, который является import bin definition register. Это интерфейс, в котором есть метод register bin definitions, где вы получите annotation метадату и bin definition registry, который вы уже знаете, в принципе. Также мы с вами экстендим, точнее имплементим интерфейсы, опять же, resource loader aware и environment aware. Всю логику, как можно понять, мы будем писать с вами в методе register bin definitions. Собственно, здесь у нас есть annotation метадата и bin definition registry. Что это за annotation метадата? Кто-нибудь уже догадался? Метадата кого это будет? Ну, это, наверное, сложно на самом деле. Это будет метадата класса, над которым мы поставили аннотацию enable repeatable quad job. То есть в общем случае это будет метадата того класса, над которым стоит аннотация import. Но у нас аннотация import находится в другой аннотации. Поэтому мы получим в качестве annotation метадаты метадату именно класса, над которым мы нашли уже enable аннотацию. Тут чуть-чуть понятно? Разобрались, чья это будет метадата? Нет? Это будет метадата вот этого класса. Ну, как бы сейчас на самом деле посмотрим, как с ней работать, что туда можно достать. Хорошо. Как мы с вами выяснили, больше в bin definition registry наших bin definition'ов не будет, никто нам их не просканировал, никто нам их не нашел. Значит, нам придется делать это самостоятельно. Ну, давайте, собственно, это делать. В Spring есть специальный класс, который называется класс pass scanning candidate component provider. Я дальше его буду просто сканер называть, не обессудьте, собственно. Это центральный компонент, который в Spring занимается тем, что умеет шариться по вашему класс-пассу или в общем случае шариться по чему-то, на что настроен ваш ресурс-лодер, и заниматься тем, чтобы искать там bin-definition. Мы, собственно, создаем себе такой сканер. В качестве первого аргумента мы отдаем ему false. Это нужно для того, что по умолчанию сканер всегда настроен на поиск аннотации компонент, которая вот стандартная в Spring. Нам это не нужно, мы не будем искать классы, которые помечены аннотацией компонент, мы будем искать что-то свое. Поэтому здесь мы передаем false и отдаем environment. Environment ему нужен для того, чтобы, если у вас есть какие-то placeholder, он мог их резолвить. Также мы говорим нашему сканеру, что он должен использовать наш ресурс-лодер, который есть у нас в application контексте, который мы себе получили в качестве зависимости. И сканер этот работает с помощью фильтров. То есть есть такая штука, как type-фильтр. Это вот, собственно, компонент, который позволяет вам указывать, что вам нужно найти или что вам не нужно находить. В нашем случае мы указываем include-фильтр, то есть мы указываем, что нам нужно найти, и нам нужно найти все, что содержит в себе аннотацию repeatable quad job.
Собственно, со сканером понятно. Следующим делом нам нужно с вами узнать annotation атрибуты нашей аннотации enable repeatable quart job. То есть, как уже отмечалось, наша метадата, которую мы получили, это метадата класса, над которым была найдена аннотация import. В нашем случае import аннотация, она в аннотации enable repeatable quart job, поэтому мы будем искать, то есть мы имеем в руках метадату того класса, над которым была аннотация import enable repeatable quart job, и ее атрибуты мы можем найти. Собственно, это мы и делаем. Мы, опять же, у нашей annotation метадаты просим annotation атрибуты аннотации enable repeatable quart job, делаем из них annotation атрибуты и будем ими пользоваться. Следующим этапом из этих annotation атрибутов мы сможем достать base пакеджи, которые нам нужно просканировать. Делается это следующим образом. У annotation атрибутов мы знаем, что есть атрибут, который называется base packages. Он является массивом стрингов. Мы его заворачиваем в optional, потом фильтруем по признаку того, что длина у него должна быть больше нуля. Если длина у него больше нуля, это значит, что кто-то в этом атрибуте указал какие-то конкретные значения. То есть он создал массив, где указал какие-то пакеты. Если он это сделал, тогда как бы наш optional останется заполненным. В противном случае мы его просто отфильтровываем. И в конце, если там ничего не было, то мы создаем, собственно, свои собственные base пакеджи. А это будет package name того класса, над которым мы нашли нашу аннотацию. То есть, опять же, метадата — это метадата вот этого вот класса. И у нее мы просим getClassName, и из него мы узнаем packageName. У Spring есть утилитный класс utils, в нем есть метод getPackageName. Это, собственно, мы узнали. Хорошо, мы создали себе сам сканер, которым мы будем все это искать. Мы нашли annotation атрибуты аннотации enable repeatable quart job. Из нее мы нашли, мы смогли получить те base пакеджи, которые мы должны просканировать. Теперь мы можем заняться непосредственно сканированием. Для этого мы берем стрим от наших пакетов, то есть это массив, их может быть несколько. Потом наш сканер натравливаем туда все эти пакеты, то есть с помощью find candidate components мы получаем стрим от set от bin definition'ов, то есть он нашел все те методы, нашел все те классы, над которыми есть аннотация repeatable quart job. Собственно, флетмапим это и все. И получаем в итоге некий массив, некоторую коллекцию наших bin definition'ов. Эти bin definition'ы — это уже bin definition'ы вот этого класса. То есть это те, которые были помечены аннотацией repeatable quart job. Хорошо, вот у нас есть все эти bin definition'ы. Мы можем начать заниматься тем, чем мы занимались с вами до этого. А именно создать себе root bin definition из job detail factory bin, засетать туда все нужные property, в качестве job класса указать bin definition — это вот наш новый найденный класс, его класс name, он там точно будет, потому что мы искали с вами компоненты, которые являются классами, помеченными аннотацией. Собственно, получаем опять же bin definition и его регистрируем в наш bin definition registry, он у нас есть. Следующим этапом мы можем создать и зарегистрировать уже триггер. Тут чуть-чуть поменялась логика. Смотрите, я утверждаю, что bin definition, который будет получен с помощью компонент скана, то есть тот, который будет найден методом find candidate components, он будет являться annotated bin definition, то есть поверьте просто на слово. В его же я и кащу свой bin definition, и из annotated bin definition я могу уже получить метадату. То есть это, как мы уже видели, это расширение bin definition, у которого вы можете дополнительно попросить annotation метадату. Ее мы просим. У этой annotation метадаты мы просим атрибуты аннотации repeatable quart job. То есть все, что в принципе мы уже до этого делали, делаем из них annotation attributes и как бы будем дальше использовать. Как мы используем? Как и использовали, опять же создаем root bin definition, создаем мы его из simple trigger factory bin, сетаем какие-то различные конфиги, опять же из наших annotation атрибутов, это annotation атрибуты аннотации repeatable quart job. Мы просим атрибут repeat interval, мы знаем, что он там есть.
В качестве property референса, то есть референса на другой bin, мы засетываем референс на наш job detail, создаем bin definition и регистрируем его в регистре. Опять же, напомню, как это все выглядит с точки зрения использования. Мы опять с вами объявили класс, над которым поставили аннотацию repeatable quad job, и вместо уже какого-то компонент скана или чего-то еще мы указываем, собственно, аннотацию enable repeatable quad job, которая, собственно, функциональность нашей новой аннотации repeatable quad job и включает. Убедимся, что это действительно работает, что я не соврал, написал все правильно. Мы опять же должны увидеть 2 раза напечатанное новое сообщение и зеленый тест. Да, так и произошло. Хорошо. Есть ли у вас здесь какие-то вопросы по тому, что мы сейчас все написали? Никаких вопросов нет? Хорошо. Тогда еще раз немножко взглянем на то, что у нас получилось. Опять же, мы имели стандартную конфигурацию, которую вы наверняка бы написали, если бы всего этого не знали, и заменили мы это на новую конфигурацию, где у нас по-прежнему есть достаточно выразительная аннотация repeatable quad job, которая говорит нам о том, что у нас есть некоторый класс, который является джобой, и его нужно запускать. Запускать с указанным repeat интервалом. И появилась новая аннотация enable repeatable quad job, которая всю эту функциональность и включает. Функциональность именно аннотации repeatable quad job. Хорошо, давайте сделаем, наверное, перерыв и вернемся уже после перерыва к следующему. Да, перерыв давайте. Okay. Перерыв будет около 15 минут, и скоро на кухне. Ну что, немного отдохнули, давайте продолжать. Я вам обещал рассказать, почему и как работает аннотация импорт. Собственно, этим давайте и начнем вторую часть нашего доклада. Работает она по той же причине, по которой работает аннотация configuration. А аннотация configuration работает потому, что в какой-то момент у вас в контексте оказывается configuration класс постпроцессор. Это имплементация bin definition registry постпроцессора, которая занимается тем, что находит все классы, которые помечены аннотацией configuration, парсит их, то есть все, что там найдет, он создает из них bin definition и добавляет вам в bin definition registry. И также, как вы все помните, в configuration классах вы можете вызывать какой-то метод, и выглядит это будет так, как будто вы у контекста попросили какой-то bin. Собственно, этот configuration класс постпроцессор занимается тем, что он подменяет классы у всех классов, помеченных аннотацией configuration, чтобы поддерживалась эта функциональность. То есть смотрите, как интересно получается. Есть configuration класс постпроцессор, который является bin definition registry постпроцессором, и занимается он тем, что в целом как бы включает работу всех ваших аннотаций. При желании вы можете из application контекста удалить configuration класс постпроцессор, и работать у вас ничего не будет. Но я вам об этом не говорил. Давайте посмотрим, как вообще работает configuration класс постпроцессор. Так как он является имплементацией bin definition registry постпроцессора, у него есть bin definition registry, в котором на момент, когда он начинает свою работу, есть уже какие-то bin definition. Он находит все те, которые содержат в себе аннотацию configuration. И для них он начинает делать следующее. Первым делом он смотрит, есть ли аннотация компонент над этим классом. Если она есть, то он находит все nested классы. Nested, я напоминаю, это вложенные статические классы. Их он рассматривает как новые классы с конфигурацией и парсит по новой. То есть здесь на самом деле вы можете увидеть, что картиночка немножко другая. То есть это на самом деле не bin definition, эта штука называется configuration class. Ну как бы это не сильно важно, но понимайте, что работает он не напрямую с bin definition. Следующим этапом он смотрит, есть ли над вашим классом аннотация property source. Если она там действительно есть, все указанные property source он добавит в environment. Также он смотрит на аннотацию component scan. Вот, кстати, почему работает аннотация component scan. Если он ее находит, он берет все указанные base package, отдает их в специальный компонент, который называется class path bin definition scanner. Он по этим пакетам шарится, находит там какие-то дополнительные bin definition. Все эти bin definition он проверяет, есть ли над ними аннотация configuration, и если она там есть, то он опять же превращает их в configuration класс и его начинает парсить по новой. То есть вот это вот начинает парсить по новой, это как бы углубление в стеке вызовов. То есть там как бы все это парсится вглубь. Потом он смотрит на аннотацию import. И, собственно, здесь уже включается механизм, который обрабатывает аннотацию import. О нем давайте вот отдельно и поговорим. Это именно то место, где
вы сейчас поймете, как и почему работает аннотация import. Напомню, что выглядит она следующим образом. То есть у вас есть атрибут value, где вы можете указать массив классов. Когда у вас обрабатывается аннотация import, как же, собственно, первое, что могу отметить, он работает уже не с bin-definition'ами, не с configuration классами, а с такими штуками, как source класс, поэтому здесь опять другая картинка. И когда он обрабатывает весь массив вот этих value, что у вас есть, он смотрит на то, имплементациями чего эти классы являются. Первое, на что он смотрит, является ли этот класс deferred import селектором. Выглядит deferred import селектор следующим образом. Собственно, он extended import селектор и добавляет метод getImportGroup. Как бы главное тут, наверное, все-таки, что он extended import селектор. Если это deferred import селектор, то отрабатывает он следующим образом. Что именно он делает, я сейчас расскажу, но важно, что делает он это только лишь после того, как парсинг вашей класса configuration будет выполнен, который, собственно, привел к тому, что вы обрабатываете аннотацию import. Следующим делом, то есть если это не deferred import селектор, он смотрит, является ли ваш класс import селектором. Выглядит import селектор следующим образом. Вы получаете annotation метадата. Это метадата того класса, над которым импорт аннотация стояла. Если она стояла у вас над аннотацией, то это метадата того класса, над которой стояла уже ваша аннотация. И по этой annotation метадате вы должны решить, какие дополнительно конфиги или что-нибудь еще нужно заимпортировать. То есть вы возвращаете массив стрингов. Почему массив стрингов? Потому что, как вы уже знаете, Spring не обязует вас загружать классы. То есть он сам посмотрит, нужно ли это загружать или не нужно. Поэтому вы указываете только имена этих классов. И, собственно, обрабатывает он это следующим образом. Он вызывает ваш метод selectImports. Все классы, которые вы указали, он их превращает опять же в source класс. И для каждого этого класса он начинает обработку импорт-аннотации сначала. То есть это уже идет опять углубление в стеке вызовов, но только уже для именно обработки импорта. Deferred import селектор, он делает все то же самое, как вы видите, но делает он это уже после того, как весь ваш класс, который был помечен аннотацией configuration, был распаршен. Собственно, за счет deferred import селектора работает весь Spring Boot. А import селектор — это просто как бы штука, которая идет рядом и работает точно так же, только сразу. Следующее, что если ваш компонент не является импорт-селектором, то мы смотрим, является ли он import bin definition register. Это штука, которой мы с вами пользовались. У вас есть annotation метадата и bin definition registry. Делайте с ним что хотите. Собственно, в этом случае вы получаете инстанс bin definition registry и как бы хотите, докидывайте туда бинов, хотите, не докидывайте. Опять же, особенность в том, что вся эта штука тоже выполняется после того, как парсинг вашего класса, помеченного аннотацией configuration, будет закончен. Ну и последнее, что может быть, это как бы просто обычный какой-то класс, ничего из предыдущего. В этом случае он source класс превратит в configuration класс, и у вас будет как бы парсинг снова уже configuration класса. Опять же, смотрим, что до этого работало. Первое — это аннотация компонент, потом property source, потом компонент scan, потом механизм импорта. Следующим делом он смотрит, есть ли в вашем классе методы, которые помечены аннотацией bin. Если они там есть, значит, это bin definition, значит, он возьмет bin definition registry, он у него есть. И все вот эти bin методы, он сделает из них bin definition и закинет вам в bin definition registry. Но опять же, сделано это немножко хитро, это будет происходить в конце парсинга конфигурации. Также последним делом он посмотрит, есть ли у вас суперклассы над вашим классом, который помечен аннотацией configuration. Если они там действительно есть, то он возьмет суперкласс и тоже попробует его распарсить, вот как парсил все это до этого. Ну и последним, если больше он ничего не нашел, то он перестает этим заниматься. И весь процесс этот итеративный, потому что когда вы парсите какую-то конфигурацию, делаете все, что там хотите с этим, то есть выполняются все эти механизмы, вы можете найти еще каких-то configuration классов, их нужно тоже обработать. Поэтому он как бы запоминает все, что он уже обработал, и если вдруг появляются какие-то новые конфигурации, он их тоже парсит. Вспомним вашу память, точнее проверим, что это за компонент, кто вспомнит? Bin definition registry. Все правильно. Хорошо, теперь давайте посмотрим на такую аннотацию, как depends on. Кто-нибудь использовал эту аннотацию? Что она делает?
Да, она позволяет вам указать, если у вас какая-то зависимость от других бинов. То есть если вы там создаете бин, например, с помощью метода, вы можете поставить аннотацию depends on, и он вам скажет, что ваш бин, то есть вот water в данном случае, он зависит от какого-то другого бина. Что мы указываем в качестве атрибута в этой аннотации? Имя бина. То есть вы просто указываете обычную строчку и все. А теперь вопрос, что будет, если такого бина не существует? Что-что? Ну, что, не сломается, или он так и дальше пойдет работать? Он сломается, на самом деле. И, ну, как бы, что здесь важно? То, что он сломается с исключением в итоге no such bin definition exception. То есть он попытается найти ваш bin name, а его на самом деле нету. В чем как бы здесь проблема? Из предыдущих примеров вы все видели, что мы с вами создавали сами какие-то bin definition, их добавляли в bin definition registry, и они как бы работали, то есть они там действительно есть. Но когда мы их использовали, имя для них оно генерировалось, то есть я его не прописывал. Что будет, если я захочу зависеть, например, вот от своих simple триггеров? Как бы, есть ли у меня возможность как-нибудь указать, что я хочу от них зависеть, но не прописывая имена? В Spring есть такая функциональность? Кто-нибудь пробовал? Не знаю на самом деле, но, в общем, функциональности такой нет. А что мы будем делать, когда ее нет? Мы пойдем да напишем ее. Собственно, этим давайте и займемся. Во-первых, сразу могу сказать, что мы напишем с вами аннотацию depends on bins of type, где мы будем с вами указывать тип бинов, от которых мы хотим зависеть, то есть это будет только один тип. И если мы вдруг какие-то имена знаем, и мы точно знаем, что мы не хотим от них зависеть, мы можем их указать. При этом, если это какие-то несуществующие имена, ломаться, как бы падать мы ничего не должны. Как мы это все будем проверять? У нас есть специальный тест на все это. Собственно, здесь мы используем все тот же самый Application Context Runner. Кстати, я не говорил, по умолчанию он использует annotation config application context, собственно, контекст, о котором мы с вами и говорим. В качестве конфигурации мы туда регистрим штуку, которая заставит работать нашу аннотацию depends on bin of type, и регистрируем новую Quartz конфигурацию. Здесь немножко хитро. Это все та же enable repeatable quart job аннотация, только, как вы помните, в коде, который мы писали с вами, у нас в качестве имплементации триггера это вот simple trigger factory bin, поменять мы это не можем. Вместо этого я немножко подшаманил и написал новую enable repeatable quart job аннотацию, в которой вы триггер-класс можете указать. В этом случае я указываю свое собственное расширение simple trigger factory bin. Что это такое? Здесь в методе, то есть он ведет себя точно так же, как simple trigger factory bin, только что в методе getObject он глобальный флаг depends1 выставляет в true. Это флаг, он просто статический в нашем тесте. И в каждом тест-кейсе, когда мы будем проверять нашу аннотацию depends on bin of type, там, где у нас вызывается конструктор или что-нибудь еще, мы будем утверждать, что этот флажок стоит в true. То есть здесь мы его выставили в true, и он как бы должен здесь остаться, потому что у нас есть зависимость между созданиями наших бинов. И у нас есть два тест-кейса. Первый проверяет, что наша аннотация будет работать, если мы ее поставим над методом. То есть есть дополнительная конфигурация, где мы создаем бин, используем аннотацию depends on bin of type, то есть зависим мы от всех триггер-бинов, имена для которых будут генериться. И есть также тест, в котором мы будем проверять нашу аннотацию, если мы ее ставим над классом. Хорошо, давайте сразу я вам покажу, что это действительно не работает, если этих аннотаций не будет. А то вдруг не верите, тут показываю, все и так рабочее. У нас есть вот два тест-кейса, они все упали. Упали действительно потому, что там был assertion error. Ну да, вот failure, ожидали true, получилось false. И, собственно, вернем это, чтобы я доказал вам, что оно работает. Запущу чуть попозже, давайте сначала разберемся, почему оно работает. Работает оно потому, что у нас есть конфигурация, которая эту функциональность опять же включает. Включает она ее за счет того, что у вас появляется дополнительный бин, который является bin factory постпроцессором. А имплементация этого bin factory постпроцессора — это depends on bin of type, annotation bin factory постпроцессор. Господи. Вот. И давайте попробуем его с вами написать.
посмотрим, что это, и напишем. Что же это такое? Это имплементация bin-factory постпроцессора и какого-то интерфейса ordered. Ordered — это интерфейс, который заставляет нас имплементировать метод getOrder, где мы указываем, каким по счету должен будет выполняться наш bin-factory постпроцессор. Давайте сразу тогда смотреть, что такое bin-factory постпроцессор. Bin-factory постпроцессор — это еще один специальный bin, о котором знает application контекст и который работает с ним особым образом. Собственно, предыдущий, который мы рассматривали, bin definition registry постпроцессор, он экстендил bin-factory постпроцессор. В bin-factory постпроцессоре есть один единственный метод — это постпроцесс bin-factory, где в качестве аргумента вы получите configurable listenable bin-factory. Нужен этот специальный компонент, если вы хотите как-то изменить ваши bin-definition, если вы хотите что-то сделать с вашим bin-factory. И важно помнить, что ввиду того, что это специальный компонент и у него есть определенный lifecycle, вы не должны вызывать создание бинов. То есть bin-definition, вы работаете исключительно с ними. Выглядит эта штука как некоторый монитор, в котором у вас там нарисован в данном случае ваш bin-definition, и вы как хотите его меняете, если вы, конечно, этого хотите. Также у нас есть возможность в Spring добавлять ордеринг для ваших компонентов. То есть если у вас там несколько bin-factory постпроцессоров, и вы хотите, чтобы они выполнялись в определенном порядке, вам Spring дает следующие механизмы. Это использовать аннотацию order. Вы можете указать приоритет вашего компонента, интерфейс ordered. Также вы можете в методе указать приоритет вашего компонента и интерфейс priority ordered. Это интерфейс специальный, он выполняется перед всеми ordered интерфейсами. И я вам про него рассказал, но вы его не видели, потому что не рекомендую вам его использовать. Это уже совсем для Spring. И если вы хотите, если вы сами как-то обрабатываете ордеринг в Spring, у вас есть два компаратора: order компаратор и annotation aware order компаратор. Вы их можете использовать, если вы хотите там какие-то компоненты выстроить в цепочку, нужную вам. Также в качестве аргумента нашего bin-factory постпроцессора мы видели configurable listenable bin-factory. Чтобы узнать, что это такое, мы опять возвращаемся к картинке нашего annotation config application контекста и восстанавливаем последнюю часть этой мозаики. Собственно, эта штука — это bin-factory. Это интерфейс центральный, который занимается тем, что непосредственно создает все ваши бины из ваших bin-definition'ов. То есть ваш application контекст, вы привыкли, что это он заведует там bin-definition'ами, бинами и прочим. Но на самом деле все это в итоге есть в bin-factory. То есть bin-factory — это как некоторая штука, которая непосредственно станок, который ваши bin-definition'ы создает. Bin-factory, он не одинок, их там целый зоопарк. Один из них — это иерархический bin-factory. Это bin-factory, который позволяет вам выстраивать иерархию из ваших bin-factory. И там есть особенности того, как вы будете получать бины, как они будут создаваться. Есть listenable bin-factory. Это bin-factory, в котором вы можете доставать все бины по какому-то признаку. Например, все бины со специальной аннотацией, все бины определенного типа и так далее. Есть configurable bin-factory. Это bin-factory, который вы можете конфигурить. То есть на самом деле bin-factory можно немножко подкручивать, выставлять там какие-то разные интересные моменты. Собственно, это можно делать с configurable bin-factory. И последнее, configurable listenable bin-factory — это объединение всех предыдущих интерфейсов, плюс там некоторые еще свои плюшечки. Собственно, этой информации нам и достаточно. Давайте будем уже писать наш компонент. Да, у нас есть метод postprocess bin-factory, в котором у нас в качестве аргумента есть configurable listenable bin-factory. С ним мы будем работать. Что мы с ним будем делать? Первым делом мы, конечно, проитерируемся, опять же, по всем bin-definition'ам. Делаем мы это стандартным образом. Из bin-factory у нас есть метод getBinDefinitionNames. По этим именам мы достаем каждый конкретный bin-definition. Не путайте этот метод с bin-definition-registry. Этот метод, он не из bin-definition-registry, то есть configurable listenable bin-factory, он не является bin-definition-registry. То есть это метод из listenable bin-factory. Хорошо, мы с вами итерируемся по всем bin-definition'ам. Мы точно знаем, что, возможно, над какими-то из них, если он создавался из класса, то может быть аннотация depends on bin of type. Если он создавался из метода, то там тоже может быть аннотация depends on bin of type. Поэтому давайте их поищем. Первое, где мы их будем искать, это над классом. Что мы для этого делаем?
Смотрите, у нас есть уже в руках в качестве аргумента мы получили configurable listenable bin factory. Это штука, которая занимается созданием ваших бинов. И вот она уже умеет зарезолвать ваш тип вашего бина, если вам это нужно. Поэтому если в предыдущем примере, когда мы работали с bin definition registry постпроцессором, мы никаких классов загружать, ничего такого не могли, мы искали это с помощью метадаты, то здесь мы уже спокойненько можем попросить у нашего bin factory тип данного бина. Ну, не бина, а по имени бина мы можем попросить его зарезолвать type. Это он и попытается сделать. Собственно, если у нас тип этого бина есть, то мы над ним попробуем поискать аннотацию depends on bins of type с помощью утилитного метода find merged annotation. И если у нас эта аннотация действительно была, то мы ее будем обрабатывать кое-каким обработчиком, чуть позже посмотрим на него. В качестве первого параметра мы этому обработчику отдадим тип бинов, от которых мы хотим зависеть, и все excluding name как лист. Хорошо. Здесь разобрались. Следующим этапом мы попробуем поискать нашу аннотацию над bin definition, который создан был из метода. В этом случае все чуть-чуть выглядит посложнее. Мы берем наш bin definition. В случае, если он был создан из метода, то есть с помощью метода, помеченного аннотацией bin, он будет annotated bin definition. Это чуть более красивый листик, что у нас был. В этом случае мы кастим его, то есть мы фильтруем все bin definition, которые являются annotated bin definition, кастим в него, берем из этого annotated bin definition factory метод метадату, то есть это метадата уже того метода, из которого будет создаваться bin definition. И у этой метадаты мы просим атрибуты аннотации depends on bin of type. Делаем из них annotation атрибуты, и если это все было, то мы опять же отдаем в наш хендлер в качестве класса type property. Ну, type property — это type, то есть у нас есть, напомню вам, аннотация depends on bin of type. Здесь первым атрибутом, то есть ключ будет type, вторым атрибутом ключ будет excluding names. Эти вот атрибуты я здесь и записал. Хорошо, здесь мы эти атрибуты и достаем. То есть это класс, у annotation attributes мы можем попросить класс, он вернется как класс, и string array он вернется как string array. Теперь посмотрим на сам обработчик. Что же там у нас такое? Handler. У нас есть тип нашего бина, это класс да, это просто класс, от которого мы хотим зависеть, от бинов которого мы хотим зависеть. И excluding name — это имена бинов, которые мы хотим исключить из зависимости. Как мы это все обрабатываем? Мы у нашего bin factory, это listenable bin factory, мы просим с помощью метода getBinNamesForType, просим все имена бинов, которые являются имплементацией вот данного типа, потом фильтруем их. Мы исключаем все excluding names, что найдем, и если bin — это он сам bin, то мы тоже его имя исключаем, потому что зависеть от самого себя мы не можем. И все найденные новые имена мы хендлаем следующим образом. У bin definition, который у нас есть, это вот наш, над которым мы нашли аннотацию depends on bin of type, мы просим depends on, это массив это массив имен бинов, от которого он будет зависеть. И к этому массивчику мы добавляем новое имя. То есть это string to array, это тоже утилитный метод Spring. И уже новый массивчик мы устанавливаем в качестве depends on для нашего бина. И так мы делаем для каждого нового bin-name, который мы найдем. Собственно, давайте, не буду многословным, докажу вам, что это действительно работает. То есть вы помните, в прошлый раз у нас методы оба не прошли, упали, сейчас они должны стать зелененькими. Да, действительно, это сработало. Есть ли здесь какие вопросы? Хорошо, тогда идем дальше. Что у нас в итоге получилось? У нас получилась новая аннотация depends on bin of type. Мы можем ее поставить что над классом, что над методом. И она с помощью нового компонента, который мы добавляем в контекст, она работает. И работает она тем образом, что даже если мы не знаем имя бинов типа триггер, например, он их всех добавит. И это все будет работать. Хорошо. Последнее, что мы посмотрим из специальных типов компонентов, это интересный такой момент. Все вы видели или не видели, что в нашем коде, там, где у нас есть
конфигурация для кварца. У нас есть countdown latch, который по дефолту настроен на 2. Что будет, если я захочу, чтобы здесь была на единицу больше, например, 3, но доступа к этому коду у меня нету, то есть я не могу прийти сюда и просто поставить 3. В этом случае давайте попробуем такое реализовать. Что мы сделаем? Опять у нас есть job-класс, всем вам известный, над которым есть аннотация repeatable quad job. Мы печатаем старое сообщение, делаем все то же самое. Просто сейчас мы будем ожидать, что это сообщение выполнится, точнее, будет выведено на единицу больше, то есть 3 раза. Все по-прежнему enable repeatable quad job аннотация, которая включает нашу аннотацию repeatable quad job, и один новый специальный компонент, который заставит эту всю штуку выполниться 3 раза. Давайте посмотрим, убедимся, что она действительно выполнится 3 раза. Выведется сообщение 3 раза, а тест выполнится 1. Да, это действительно работает. Почему это работает? Опять же, потому что мы с вами добавили в контекст один новый специальный компонент. Этот специальный компонент — это bin postprocessor. А имплементация его — это наш вот новый countdown latch bin postprocessor. Сейчас мы с вами на него посмотрим. Так. Это имплементация bin постпроцессора. Что за bin постпроцессор? Bin постпроцессор — это еще один и уже последний, не пугайтесь, последний специальный компонент в Spring, о котором application context знает, и он его обрабатывает специальным образом. Есть у него 2 метода — postprocess before initialization и postprocess after initialization. Этот компонент, специальный компонент, нужен вам для того, если вы хотите как-то изменить или что-то сделать уже с инстансом вашего бина. То есть все, bin definition на этом закончились, больше мы с ними не работаем, у вас уже есть ваш инстанс, и вы можете с ним что-то делать. В методе postprocess before initialization обычно вы можете как-то поменять property, что-то там поднастроить, поменять, но ни в коем случае не менять сам bin, то есть сам объект бина, его тип или что-нибудь такое. А в методе postprocess after initialization вы уже это можете сделать. То есть вы можете вернуть какой-то прокси, если хотите. Именно это мы сейчас и заиспользуем. То есть в методе postprocess after initialization, там в том месте, где мы можем уже изменить полностью объект нашего бина, мы напишем следующее. Мы проверим, то есть в качестве аргументов мы получаем инстанс нашего бина и его имя, которое вот как bin definition его был зарегистрирован в контексте. Мы смотрим, является ли наш bin инстансом countdown latch. Если да, действительно он является, то мы вернем новый countdown latch, где из старого мы достанем количество, которое там было засетано, и просто прибавим единицу. Во всех остальных случаях мы ничего ни с кем делать не будем, мы просто возвращаем наш bin. Ну, собственно, еще раз просто покажу, что это действительно работает. Хотя зачем это смотреть? Так. Ну, вроде несложно. Что здесь было? У нас опять же есть какая-то джоба, она регистрируется в нее автоварится countdown latch с количеством внутри, со счетчиком внутри, который как бы нами не сетился. Мы с помощью нашего нового bin постпроцессора этот счетчик внутри, его количество изменили. И теперь вот сообщение, которое мы укажем, оно будет выводиться 3 раза. Ну, в конкретно нашем примере будет выводиться 3 раза вместо 2. Опять проверочка. Кто помнит, что это? Ресурс лодер. Ну, молодцы какие. Хорошо. Все мы с вами посмотрели на какие-то специальные компоненты, мы посмотрели на кучу каких-то утилитных классов, методов. Все это используется, работает, что-то мы с этим делаем, но сложилась ли у вас какая-то общая картинка того, что вот происходит, как это происходит, в какой момент? Сложилось, нет? Да, ух ты, ладно. Ну, даже если сложилось, то давайте это все закрепим и посмотрим на то, как вы обычно используете application context и что с ним действительно происходит в этот момент. Это данный код, это просто создание application контекста. Если вы пишете там на Spring Boot, Spring MVC или что-нибудь такое, так или иначе, не вы, но где-то за вас примерно подобный код, он написан. То есть если вы поймете этот код, то Spring MVC, Spring Boot вы понять тоже сможете. Что здесь происходит? Мы создаем application контекст, регистрируем туда в качестве конфига какой-то класс, просим просканировать пакет, рефрешимся, используем бины, которые там есть, и закрываем. Теперь по порядку, что, где, в какой момент происходит. Первое. Мы с вами создаем новый инстанс annotation config application контекста.
Как вы помните, ни с классами, ни с пакетами, там, ни с методами application context не работает. Он работает только лишь с bin-definition'ами. А вы туда можете регистрировать какие-то классы, просить просканировать пакеты и так далее. Поэтому application контексту нужны дополнительные компоненты, которые будут заниматься тем, что ваши классы или пакеты будут превращать в bin definition. Собственно, annotated bin definition reader — это такой специальный компонент, который классы, которые вы ему передаете конфигурационные, превращает в bin definition. Также он, независимо от вашего хотения, желания и ведома, он регистрирует вам дополнительные компоненты, которые мы с вами рассматривали, которые, собственно, и занимаются тем, что заставляет вашу конфигурацию с помощью аннотации работать. Собственно, как это работает? Как только вы создаете себе инстанс annotation config application контекста, он тут же создает себе annotated bin definition reader, куда отдает bin definition registry. Он оставляет себе на него ссылку. Собственно, как вы помните, bin definition registry — это application контекст сам, и он его оставляет. Плюс ко всему, если хотите, не хотите, он вам в это bin definition registry закинет парочку дополнительных bin definition'ов. Один из которых — это, собственно, вот наш configuration класс postprocessor, который и будет заниматься тем, что будет обрабатывать ваши bin definition'ы, помеченные аннотацией configuration. Хорошо, второй такой компонент — это класс pass bin definition scanner. Это тот компонент, который переданные пакеты сканирует и все, что найдет, как бы регистрирует как bin definition в ваш bin definition registry. Работает он как расширение класс pass scanning кандидат компонент провайдера. Этой штукой мы сегодня с вами уже пользовались. То есть, видите, компоненты Spring, они также его используют. И все, что найдет, он регистрирует, как я уже сказал, в bin definition registry. Опять же, как это работает? Вы только-только создаете себе новый annotation config application контекст, он тут же создает себе класс pass bin definition scanner, куда отдает bin definition registry. Класс pass bin definition scanner, он из этого bin definition registry достает много чего интересного, то, что ему еще нужно. Все это у него получается, потому что по факту это все application контекст. И, собственно, ссылочку на bin definition registry он себе оставляет. Что происходит дальше? Вот вы после того, как создали annotation config application контекст, вы говорите: зарегистрируй мне какой-то класс с конфигурацией. Собственно, этот класс вы отдаете annotation config application контексту, он его просто прокидывает в annotation bin definition reader, тот из этого класса создает новый bin definition, и этот bin definition уходит в bin definition registry. Ничего сложного. Теперь вы говорите: просканируй мне, пожалуйста, какой-то пакет или пакеты, неважно. Этот пакет, опять же, annotation config application контекст, он просто прокидывает в класс pass bin definition scanner, тот идет по этому пакету, находит все bin definition'ы, и их он регистрирует в bin definition registry. Тоже ничего сложного. Тут наступает самый интересный момент. Это контекст refresh. Если вы не рефрешите контекст, пользоваться вы им не сможете. При этом рефрешить контекст нужно только всего лишь один раз. То есть это обязательный способ работы со Spring, который вы должны использовать. Поэтому, если вдруг не помнили, что нужно рефрешить контекст, об этом помните. Что же происходит интересного на рефреше контекста? Вы отдавали туда какие-то классы с конфигурацией, вы отдавали пакеты. Каким-то чудом в итоге к моменту рефреша у вас в annotation config application контексте получился набор некоторых bin definition'ов. Это может быть что угодно, как бы целый зоопарк. Как с этим работает application контекст? Первое, на что он смотрит, это на bin definition registry постпроцессоры. Собственно, он все bin definition registry постпроцессоры, он их находит, он их тут же создает. То есть это происходит очень-очень рано на этапе рефреша контекста. Никаких ни автовайрингов, ни там загрузки классов, ничего еще в принципе не произошло. Могло не произойти. Он это все создает. У bin definition registry постпроцессора он вызывает метод postprocess bin definition registry, куда дает bin definition registry, и в результате вызова этого метода у вас в контексте появляются какие-то дополнительные bin definition. Могут появиться, могут не появиться, как напишите логику. И процесс этот итеративный, потому что после каждого вызова метода у bin definition registry постпроцессора у вас могут появиться новые bin definition registry постпроцессоры. Хорошо, то есть вот он их сначала находит, он их создает, вызывает у них методы, у вас появляются еще bin definition. Следующим этапом он находит все bin factory постпроцессоры и начинает работать с ними.
То есть после того, как отработали все bin definition registry постпроцессоры, у вас есть уже в контексте какие-то bin factory постпроцессоры, их контекст находит и создает. Создав их, он вызывает у них метод postprocess bin factory, куда дает configurable listenable bin factory, и в результате этого некоторые bin definition у вас могут немножко поменяться. То есть я нарисовал как бы новую картинку, на самом деле это немножко некорректно, bin definition у вас не меняется, их тип остается предыдущим, но вот их внутреннее содержимое может как-то измениться. То есть, опять же, как это работает? После того, как мы обработали все bin definition registry постпроцессоры, контекст находит все bin factory постпроцессоры, создает их, дает им выполниться, и какие-то bin definition, их внутреннее состояние меняется. И последним этапом, что он находит, это все bin постпроцессоры. То есть после всего этого, после того, как отработали bin definition registry постпроцессоры, bin factory постпроцессоры, контекст находит bin постпроцессоры просто. Он их создает, складывает куда-то отдельно и дальше делает следующую хитрость. Он начинает создавать все бины из ваших bin definition, из обычных bin definition, которые так ничем и не являлись. После этого уже созданный новый инстанс из bin definition, он прогоняет через метод postprocess before initialization, после чего вызывает у вашего инстанса, если он имплементил специальный интерфейс, то метод after properties set. Если у него есть какие-то кастомные init методы, то все эти init методы. И после чего опять гонит через все bin постпроцессоры уже через метод postprocess after initialization. Здесь вы можете уже, в принципе, вполне валидно поменять инстанс вашего бина. Ну, как бы не кардинально желательно, а какую-то прокси сделать. Опять же, как это работает, вот он находит все bin постпроцессоры, он их создает. Теперь, после того, как он их создал, он создает все обычные bin definition, то есть они становятся уже инстансами, ну, все синглтоны, естественно, прогоняет все эти бины через bin постпроцессоры, и как бы какие-то из них меняются, какие-то остаются неизменными. Ну и после всего вы, как бы попользоваясь контекстом, вы вызываете метод close. Здесь все бины, которыми вы пользовались, контекст просто уничтожает. Вот и все. Собственно, что вы узнали сегодня? Узнали вы, наверное, может кто-то запомнил, может кто-то нет. Все, вот весь этот зоопарк, который есть внутри Spring, он достаточно интересный. Если вы понимаете теперь, как с ним работать, вы можете делать страшные вещи, а можете делать и хорошие, полезные вещи. Также мы с вами посмотрели, как из достаточно большой конфигурации, которая содержит много чего, ну, не то что лишнего, того, что не важно вам как разработчику. То есть вам, в принципе, эти все конфиги не особо важны. Вы узнали, как можно сделать код покороче, где он очень декларативный и очень описательный касательно того, что это будет, или даже еще более меньше. Также вот эта вот большая анимация, возможно, для вас уже не будет просто GIF-картинкой, а действительно обретет какой-то смысл касательно того, как application контекст работает и как он хендлит различные специальные типы бинов и прочее. Вот. Ресурсы, которые вы можете почитать дополнительно, если захотите. Это, конечно, сама документация Spring. Она написана очень круто, там много полезной информации. Если вдруг по каким-то причинам вы еще не смотрели доклады Евгения Борисова «Spring-потрошитель», обязательно это сделайте, там очень много интересного. Контент частично пересекается с моим, но там как бы рассказано больше про некоторые другие вещи. Код из презентации вы можете найти по ссылке. Стоп, вот это код из презентации, а до этого вы можете просто смотреть код самого Spring. То есть он написан очень классно, там много Java-доков, он в принципе понятен, как бы рассматривать его действительно есть смысл. И все. Остались ли у вас какие-то вопросы? Хотите ли вы что-нибудь спросить? Можно микрофон? Там вот. Раз. Дякую за доклад. Слухай, не мог увесь доклад заснути, тому що два питання мучать. Ось у тебе в нотації захардкодані період, за який джоби повторяється, а як конфігурація це зробити? Тому що, я так розумію, на етапі, коли ми реєструємо bin definition, що у нас фактично немає там доступу уже до каких-нибудь properties там, что-нибудь такое?
С помощью конфигурации, ну, во-первых, эта конфигурация может быть помещена в саму аннотацию, но, я так понимаю, это не очень подойдет. Не, ну ось, наприклад, ми хочемо задати в анотації ім'я property, яку ми там після, коли Spring Boot, то в YAML, наприклад, пропишемо ну, в якості property. То есть в аннотации будет, получается, имя property. Да. В этом случае есть property resolver, интерфейс такой в Spring, который позволяет узнать и как бы по вот имени property получить ее значение. То есть это можно сделать через интерфейс property resolver. Он есть в контексте на самом раннем этапе. То есть даже в bin definition registry постпроцессоре он уже будет доступен, его можно попросить. Или с помощью property resolver aware, как-то он там вроде есть, что-то такое, попросить его и воспользоваться им. Или если не нравится property resolver, то просто с помощью, например, мы же инжектим себе сюда environment, мы можем просто у environment по определенному ключу попросить это значение. То есть все property, они всегда обрабатываются еще до любых специальных компонентов, и они там уже будут доступны. Добре, дякую. І друге питання. Я ось чув, але ніколи не спробував, що, здається, X5 Spring є така можливість, типу, заіндексувати всі bin, ну, bin definition, напевно, я так розумію, ці біни, які у тебе є в контексті на етапі типу білда application, для того, щоб на старті application, після у тебе не пересканювався весь клас path, а ось бралося це з ніякого індекса. Ти про що-небудь про це ведаєш, де це, в якому там місці відбувається, як це вовремя зроблено? На самом деле, да. Именно мы сейчас про Spring Boot говорим. Ну, не важно. Да, У Spring Boot есть специальный reader factory, metadata reader factory. То есть мы используем с вами кэшинг metadata reader factory, но там на самом деле сделано немножко хитро. Наш resource loader, как вы помните, это имплементация, то есть его имплементит сам application контекст. И по факту, то есть мы работаем с этим всем как resource loader, но я могу это закастить в application контекст. Что-то примерно такое делает кэшинг metadata reader factory. Он смотрит, какой ресурс-лодер ему был передан, и там есть специальный ресурс-лодер, который все это кэширует еще до того, как мы сами будем читать всю эту метадату. То есть по факту вот этой строчкой, возможно, я даже вообще не буду ничего читать, никакую метадату, ну, непосредственно там с файловой системы подсчитывать я не буду, потому что это все уже будет подсчитано до меня. Это вот об этом что-то такое? То есть да, эта функциональность есть, ею можно пользоваться посредством, например, кэшинг metadata reader factory. То есть по факту он, ну, скорее всего, не будет читать что-то новое. Это уже будет закэшировано. Добре, дякую. Ну, может, я не сильно понял вопрос. Ну, как бы, вы поняли, о чем шла речь? Как бы, я ответил на ваш вопрос? Ну вот. Кто-то за шоколадку борется, а вы все какие-то ленивые. Ну, еще две. Хоть что-нибудь спросите, ну, ребята. Ну, здорово. Спасибо большое за доклад. И, возможно, ты расскажешь нам о каких-то уже имеющихся bin-постпроцессорах или bin-factory постпроцессорах, которые имеются в библиотеке Spring, с которыми мы все работали тем или иным образом, но не предполагали, что вот под ними такой прекрасный механизм реализован. Спасибо. Да, спасибо, хороший вопрос. Это специальные компоненты Spring, как бы вы можете их использовать, если вы хотите. Spring сам, на самом деле, конечно, повсеместно их использует. То есть пример того же bin definition registry постпроцессора, вы все видели, это configuration класс постпроцессор, который занимается тем, что в принципе заставляет работать все ваши configuration классы. Ну, больше, наверное, примеров bin definition registry постпроцессора нету, как бы только если вот этот, который вы сами написали. Bin factory постпроцессор. Все, наверное, знаете, что вы можете не прописывать какие-то property в вашем бине вот напрямую, там если какие-то пароли есть или что-нибудь еще, вы можете это просто заменить плейсхолдером как какая-то property. Занимается этим property, placeholder, там что-то.
Конфигурер, да, это, собственно, имплементация bin factory постпроцессора, который занимается тем, что в ваших bin definition'ах она все эти placeholder'ы резолвует, а примеры bin постпроцессоров, ну, просто тьма, там автовайринг работает за счет bin постпроцессора, там, я не знаю, различные common аннотации работают за счет bin постпроцессора, event listener механизм в Spring, в принципе, тоже работает за счет этого. Некоторые aware интерфейсы работают за счет bin постпроцессоров. То есть их очень много. Вы на самом деле можете просто написать в идее bin постпроцессор и просто попросить его иерархию. То есть их тут более чем достаточно. Поизучить. Что-что? Да, AOP тоже за счет bin постпроцессоров. Есть ли еще вопросы? Все поняли? Окей, если вопросов нет, давайте поблагодарим Алексея аплодисментами.